Всем привет, с вами Ганзи. И да, это новая серия сюжета Цепи Судьбы, все благодаря им. А точнее, как вы поняли, особую роль сыграл Ханавара, который прямо сегодня на стриме задонатил на выход 40-й серии и еще на завтрашнюю часовую. То есть 41-я будет часовая. Короче, вот вам список, знайте героев в лицо. Ну и также не забывайте, что вы герои. Те, кто пишет комментарии, ставит лайки, а также подписывается, так еще и друзьям рекомендуют. Респект. Красавчики. И давайте сегодня не будем задерживаться. 40-я часть Цепи Судьбы. Погнали. Глава 40. Письмо от Какаши. Когда мы вернулись, Акая Нара уже ожидал нас с остальными шиноби. Как и ожидалось, его тактика помогла справиться с противником. А это значит, что времени удрать у нас будет предостаточно. Бойцы радостно осматривали содержимое сумок и рянины, быстро изъяли медикаменты и стали помогать раненым. Больше всех радовало обилие пищи. Ниндзя радостно переговаривались, обсуждая вечернюю трапезу. Многие хлопали по плечу Хисао, поздравляя с успехом. Парень лишь неловко улыбался, после чего слегка грустно опустил голову и, указывая рукой в мою сторону, что-то прошептал товарищам. Те удивленно посмотрели на меня, затем подошли и поблагодарили. Подобное действие сильно смутило меня и даже вывело из привычного образа строгого капитана. Откашлявшись, я серьезно скомандовал: чтобы сегодня нормально поели. Если завтра у кого-то заболит живот, то мы оставим его как приманку. Думаю, звук вашей бездонной утробы привлечет всех врагов в округе. Есть! Радостно проговорили подчиненные, весело заливаясь смехом. Однако, как бы не была хороша эта идиллия, задерживаться здесь опасно. Это отметили Айба и Акая. Осторожный и мнительный заместитель с неплохим стратегом и тактиком. Прекрасное сочетание. Они чуяли опасность, даже когда я думал иначе. У меня не было причин не доверять этим двоим. Я сложил ручные печати и призывал нянята. Тот смотрел на меня привычным сонным взглядом, переступая с лапки на лапку. «О, Битя, не, опять на мороз вызвал». «Ой, да ладно тебе возмущаться, дело серьезное». «Не», — сказал тот задумчиво. «Понимаю. В последнее время ты без нужды не вызываешь, не?» «Рад, что ты понимаешь. Нужно замести следы, чтобы нас не смогли найти». «Не, я что, тебе лисица какая-то, не?» — оскорбился Нинека. «Ты кот-ниндзя? Заканчивай выпендриваться», — проговорил я, схватив его за бока. «Тебе полезно сгонять жиры». «Не, я это защитный слой, глупый мальчишка, пусти, не, я сделаю». «То-то же, встретимся в этом квадрате», — проговорил я, мягче поглаживая его по голове и показывая точку на карте. «Найдешь?» Пробубнил он, нюхая меня. «Да мне по запаху проще. Ты когда мылся в последний раз?» «Чего? Неужели я так воняю?» – протараторил я, понюхав себя. «Ну, для вас, людей, может и нормально. Но вот мой острый нюх страдает. Фи!» «Мерзкий котяра, в следующий раз я тебя в холодную водичку окуну. Посмотрим, как тебе понравится. А ну иди сюда!» Нянята подпрыгнул на месте, после чего вскочил на ветку. Не подходи! Я убежал делать твое глупое задание!» В ужасе прокричал он и побежал в поисках оставленных следов. Вот ведь несносный. Хотя лучше, чем я. Мы сместились вглубь лесов, почти приближаясь к границе. Всем нам нужно было перевести дух, чтобы вновь совершать новые диверсии на территории врага. Наступило время обеда. Шиноби спорили, чтобы съесть первым делом, а те, кто был назначен в патруль, слезно просили оставить им хорошие кусочки. Айба носился среди отрядов, порицая ребят за то, что те тянут с готовкой. Все дружно смеялись, понимая, что кое-кто больше остальных хочет есть. Я вновь уселся на ветку высокого елового дерева. Пока остальные подо мной суетились, мой взгляд был устремлен в сторону родных земель. Ведь где-то там, далеко, близкие мне люди ждут, когда я вернусь, исполняют свой долг, неустанно выполняя разные миссии. От сидения на такой высоте стало слегка прохладно. Собрав чакру, я нормализовал температуру тела, уняв внутреннюю дрожь. После чего слегка прикорнул от приятных мыслей, посетивших меня. Но поспать мне было не суждено. Громкие звуки, которые донеслись снизу, резко привели меня в чувство. Рефлекторно я схватился за рукоять катаны и спрыгнул вниз. Правда, мои опасения были напрасны. Это был нянята, который вернулся назад. Он шипел и вилял своим хвостом. Вокруг него собралась толпа ниндзя. Я растолкал их, чтобы понять, в чем причина. И каково было мое удивление, когда я увидел
его. Пакун, маленький мопс, Нинкен из псов-ниндзя Какаши. Его обычно вялая пессимистичная мордашка в этот раз выражала дикое неудовольствие от сложившейся ситуации. «Пакун, какая встреча, не?» – бубнил нянята с явным негативом. «Нянята-сан, вижу, вы все еще в мире живых. Какая радость!» – с не меньшим злорадством парировал пес. «Для существования, которое проживает всего одну ничтожную жизнь, ты весьма хорошо осведомлен обо мнении». «Но в отличие от Нинека, мы, Нинкены, все же иногда отрываем свои задницы от нагретого места и изучаем этот мир». «Ах ты не! Но если ты под изучением имеешь в виду пометка столбов в разных частях света, то да, вы очень много изучаете, не?» Зарычал Пакун. «Может, ты хочешь лишиться еще одной кошачьей жизни? Скорее я отправлю тебя в собачий рай». «Эй, хватит!» – проговорил я, пробившись через остальных. «Обе-то, не?» – вопросил нянята. «Обе-то!» – радостно воскликнул мопс. «Что вы здесь устроили?» «Это все глупая псина виновата. Обвиняет меня в лени и бездействии, не?» «Глядя на него, и комментарии излишние», – сказал Нинкен, указывая лапкой на толстые бочка кота-ниндзя. Нянята хотел напасть на него, но я подхватил злобного кота, из-за чего чуть не получил лапой по лицу. «Прекрати, прошу тебя!» – прошипел я. «Мы с тобой будем выглядеть очень глупо. Ты подрываешь мой авторитет». «Эта сутулая собака оскорбила весь мой род, не?» – прошипел в ответ нянята. «Давай оставим это на более удачный день, хорошо?» «То есть тебе, не? Можно с Какашу ругаться, а мне с этой собачонкой нет?» «Справедливо, конечно, но я не думаю, что Пакун тут ради того, чтобы издеваться над тобой. Дай мне с ним поговорить». Нянята выдохнул и расслабился, после чего проговорил. «Ладно, но пусть он придержит свой мерзкий язык, иначе я за себя не ручаюсь, не?» «Спасибо. Я уверен, он будет спокоен, если ты не начнешь язвить». «Это кто тут язвит?» Я поставил нянята на землю. Тот окинул меня презрительным взглядом, повернулся задом и начал вылизываться. Кажется, Нинека задела то, что я не поддерживал его сторону. До чего же эгоистичный пушистый засранец. И я выдохнул и обратился к маленькому Нинкену. «Прости, Пакун, что привело тебя сюда? И как ты нас нашел?» «Ничего страшного, Обита», – добродушно ответил тот. «Я обнаружил тебя по запаху». Я скривил лицо. «Но неужели я и правда так плохо пахню? Черт, нужно срочно ополоснуться». «Что-то не так?» «Нет». Грустно шмыгнул я носом, после чего вернул самообладание. В общем, у меня донесение из Канохи. Тебе стоит незамедлительно прочесть его. Это важно. Понял? Давай. Пакун вручил мне 2 свитка. Мое сердце резко начало биться от возникшего интереса. Если письмо доставил Нинкен Какаши, то, быть может, я узнаю пару-тройку новостей от него. Раскрыв послание, я начал внимательно читать. «Капитан Обита Учиха, вы доблестно выполняли свой долг на протяжении этих нескольких месяцев. Множество потерь и невзгод пришлось перенести вам и вашим людям. Благодаря самоотверженности, которая была проявлена при выполнении этой операции и последней информации, которую вы отправили, главный штаб смог реализовать свой план по сбору резервов и подготовке к наступлению. Учитывая все эти факты, руководство деревни и главный штаб решили, что ваша миссия на территории врага окончена. Вы можете покинуть вражеские земли и возвращаться в деревню, как только сможете. В случае необходимости окажите помощь другим отрядам. Да не угаснет в вас воля огня. Главный штаб». С каждой прочитанной строчкой уголки моих губ поднимались все выше и выше. Даже маска не могла скрыть наличие этого факта. Айба с интересом смотрел на мою реакцию. Остальные же бойцы замерли в ожидании моих слов. Я повернулся к ним, спустил маску и улыбнулся так искренне, как только мог. Ошарашенные товарищи смотрели на меня с надеждой в глазах. «Мы возвращаемся домой», – проговорил я, подняв руку с катаной вверх. «Ура!» – воскликнули бойцы, обнимая друг друга. У некоторых на глазах невольно поступили слезы. Вокруг воцарилась та самая атмосфера, которая была несколько месяцев назад, когда я произносил ту самую речь перед 2 группами бойцов. Я отдал свиток Айба, и он принялся зачитывать его остальным вслух. Воспользовавшись этим, я вскрыл 2-й свиток. Педантичный до ужаса почерк, красивые ровные линии. «Ты в своем репертуаре, Какаши», – сказал я вслух, узнав стиль друга. «Капитан Обита Учиха? Как официально, черт подери!» Учитывая решение командования, а также необходимость в опытных и закаленных в боях шиноби, было принято решение вернуть ваш отряд в деревню. На сегодняшний день ситуация на фронте
весьма нестабильная, преимущество не закрепилось ни за одной из сторон. Я собираюсь это исправить как командующий 4-го передового наступательного отряда. Читая эти пафосные строки, мне так и хотелось врезать этому индюку. Неужели так сложно написать по-простому, раз уж лично ко мне обращается, будто бы кто-то проверять будет. Однако дальнейшие строчки оправдали моего друга. И хоть я не вправе требовать от вас тебя невозможного, я хотел бы попросить о помощи. Обита, сейчас мы как никогда близки к победе. Я знаю, как много трудностей и решений выпало на твою долю, а также твоих людей. Вряд ли они захотят рисковать жизнью теперь, когда так близки к дому. Но все же мне требуется твоя сила, уверенность и непоколебимая воля к победе. Сегодня мы наступаем в квадрате 3. Там, предположительно, должен будет быть плацдарм для решающего наступления. В горной местности на высоте у врага есть преимущество. У меня совершенно нет лишних сил в распоряжении, поэтому ситуация резко усложняется. Думаю, ты и сам понимаешь, что нам нужен удар с тыла и фланга, чтобы застигнуть врага врасплох. По моим подсчетам, Пакун должен доставить это сообщение приблизительно в 13:00 дня. Наступление начнется в 14. Учитывая логику твоих перемещений, ты наверняка в лесах близ границ. И самое главное, выживи во что бы то ни стало. Твой друг Какаши Хатаки. Читая эти строки, я понял, насколько долго Какаши не решался написать этот кусок текста. Он хочет, чтобы я скорее вернулся домой, но ситуация действительно тяжелая, и я это прекрасно понимаю. Сейчас как никогда важно иметь преимущество, чтобы одолеть врага. Но имею ли я право? Мои люди уже выполнили задачу, они многое пережили, выжили в прятках от смерти. И все же он сдержал обещание, сказал я, грустно улыбаясь. «Обита, ты о чем?» – спросил Пакун. Да так, дашь мне пару минут, Пакун?» Я повернулся к своим товарищам, которые радостно обсуждали возвращение домой. От их счастливых лиц в груди щемило, и я до последнего не решался. Айба, который заметил мое смятение, подошел и спросил. «Капитан, вы в порядке?» «Да, просто я должен кое-что сказать им». «Вот как? «Так чего же вы ждете?» – спросил он спокойно и даже расслабленно. «Просто это не так легко, пожалуй, даже неправильно, особенно сейчас, когда все так рады». «Я знаю, что вы имеете в виду. Ну и что с того?» – спросил Айба все так же спокойно. «Капитан, будьте увереннее, не пристало вам после всего, через что мы прошли, раскисать как ребенок. Вам это не к лицу». «Айба, мы тут подслушали случайно...» пробубнил Акая Нара, подходя ко мне вместе с Хисао. «И удивительно, но я согласен с Айба». «Я тоже», – кивнул Хисао. «Вот видите? Эй!» – возмутился мой заместитель, поздно осознав шутку товарищей. «Капитан, что бы ни случилось, вы должны собрать волю в кулак и сказать нам все без утайки. Все эти 3,5 месяца мы переживали невзгоды вместе, и, думаю, имеем право знать, что у вас на душе», – проговорил Акая с удивительной эмоциональностью. «Именно, если вы правда нам доверяете, если мы для вас не просто подчиненные, а товарищи, братья по оружию, то прошу, поведайте». Я выдохнул. Горячий поток пара, мои губы тряслись, а во рту резко пересохло. Они правы. После всего, что было, я не имею права скрывать. Однако также не могу подвергнуть их еще большей опасности. Для меня эти люди не просто шиноби, они нечто большее. «Минутку внимания», – сказал я не очень громко, чувствуя, как голос предательски надломился. «А ну-ка, тишина!» – скомандовал Айба. «Ребята, у капитана для нас есть важные слова», – поддержал его Акая. «Мы же не хотим проявлять неуважение, не так ли?» – промолвил Хисао, убрав последние звуки со стороны отряда. Я посмотрел на 3 товарищей. Они улыбнулись и дружно мне кивнули. Уголки моего рта едва заметно поднялись. «Спасибо вам, друзья». «Бойцы?» «Нет. Мои товарищи, все мы прошли тяжелый путь, наполненный болью, потерями и нескончаемыми битвами. Многих с нами теперь нет рядом, хоть и в наших сердцах они будут жить вечно. Я знаю, как вы хотите скорее вернуться домой. Понимаю, сколько всего вы пережили, и я не вправе требовать от вас невозможного. Ведь вы уже это сделали и не один раз, выжили в этой чертовой операции. Но я хотел бы попросить вас о помощи, не как капитан, а как шиноби и человек, который боится потерять своего друга». С этими словами я поднял свиток, что прислал мне Какаши, вверх.
Порыв ветра всколыхнул его словно флаг. Шиноби сосредоточенно смотрели на меня, не издавая ни звука. Сейчас мой друг Акаши Хатаки вместе со своим отрядом пытается захватить плацдарм для наступления. Лишних сил, чтобы помочь ему, нет. Поэтому он попросил меня о помощи. Я не хочу вам приказывать идти туда, ведь возможно кто-то не сможет вернуться живым. Я не хочу пользоваться уловками из официального послания командования. Нет, я искренне хочу, чтобы мы вместе вернулись назад. Но я не могу бросить своего друга, поэтому спрошу, согласен ли кто-нибудь отправиться ему на выручку? Пойдет ли кто-то со мной на эту битву? Если вы откажетесь, то просто возвращайтесь в деревню. Можете быть уверены, я не осужу вас и не доложу об этом. Так или иначе, я отправлюсь туда даже в одиночку. Вы достаточно проявили себя, но я нуждаюсь в вашей помощи. И просить мне больше некого. Я замолчал. Слова больше не могли идти. В голове кипела злость и на самого себя. Воцарилась тишина. Все продолжали упорно глядеть на меня. И ее прервал Акая. «Ну, вы как хотите, а я пойду». Ниндзя перевели взгляд на него. «Капитан рисковал жизнью ради моего и Хисао друга Каби Акимичи. Тот погиб. Мы даже не могли его похоронить. Капитан, нет, Обита рисковал жизнью ради него, чтобы могли похоронить его достойно. Не знаю, каких бы глупостей мы наделали, если бы не он, и если бы не был его рядом. Возможно, я сейчас не говорил бы с вами, так, Хисао?» Член клана Яманака утвердительно кивнул и тоже резко начал говорить. «Я согласен. Сегодня я был с капитаном. Может, кто-то из вас все еще считает его жестоким и деспотичным, но когда я побывал с ним на миссии, то окончательно отбросил все сомнения. Я не очень умен и импульсивен, часто подвержен эмоциям, но Обита, как командир, смог не только достать припасы, но и помочь деревне, что некогда было добра к нам. Я долго не понимал, однако сейчас уверен, что многим ему обязан. Я тоже пойду, черт подери. Неважно, сколько там врагов, мы их одолеем». Среди бойцов были легкие кивки. Айба, который дождался конца речи Хисао, тоже начал свой монолог. «Те, кто были со мной до этой операции, знают, какой я трус и слабак. Признаюсь, честно, 3 месяца назад я бы всех вас бросил, чтобы спасти свою шкуру. И лучше бы мне сдохнуть еще в начале этой операции, но Обита позволил мне жить, и более того, показал, что нельзя вечно бежать от ответственности. Как Джоунин Канохи, я не имею права трусить. Получив бразды команды в этих условиях, я понял, насколько ценна жизнь каждого, что все вы не просто солдаты, вы мои товарищи, часть моей семьи, и я бы без колебаний отдал жизнь за каждого, включая капитана Обита, и сейчас я хочу доказать это не только громкими словами, но и делом. Я отправляюсь с Обита и помогу ему». Вновь наступила тишина. 3 человек уже не так плохо, правда все еще маловато, но в эту же минуту мои мысли прервал голос из толпы. «Кажется, наш капитан держит нас за трусливых цыплят, а? Ребята, по-моему, он заигрался в роль папочки, пытаясь оградить нас от бед», проговорил второй, поддерживая. «И чего он такой речью тут разошелся? Мог бы просто нормально попросить». «Точно, я-то думал, он совсем бездушная машина, а? Черт, я кому-то проиграл 1000 рё». Голоса из толпы стали все громче и веселее. Наконец, один из бойцов поднял руку вверх, и остальные замолчали. Он вышел ко мне и сказал: «Капитан, каким бы козлом вы себя не выставляли, мы все прекрасно понимаем. Может быть и не сразу, но все чаще у каждого из нас появлялись о вас приятные воспоминания и чувство благодарности. Мы такие же шиноби, как и вы, и среди нас нет трусов, которые бросят своего товарища ради личной выгоды. Так ведь, ребята?» «Да!» – дружно прокричали товарищи. «Поэтому не распинайтесь, мы все отправимся с вами. Вдобавок, сам легендарный сын Белого Клыка будет у нас в долгу. Это же просто прекрасно. Покажем ему, что наш отряд круче его парней, так ведь? Ха, да!» Вновь прокричала толпа, и я опустил голову. В глазах почему-то скопилось несколько слезинок. И я уже давно отбросил излишнюю чувствительность, но сейчас, слушая их, видя решимость в глазах людей из моего отряда, я испытал то, о чем мне упорно говорил Наруто. Это связь, что образуется между нами. Незримая нить, которая объединяет, сплачивает всех в трудную минуту. Я вижу это, Наруто. Теперь я ясно могу ощутить это все на себе. Спасибо вам,
вам», – проговорил я, склонив голову и вытерев уголки глаз, чтобы никто не заметил. Бойцы переглянулись. Айба, Хисао и Акая в ответ также поклонились, подключая остальных. «Для нас будет честью сражаться рядом с вами в предстоящей битве!» – отчеканили они почти одновременно. «А для меня с вами». Я поднял голову и обратился к Паккуну. «Думаю, ответ ты слышал. Доложи, Какаши». «Понял. Сможешь добраться сам. Хоть сейчас границы вновь охраняются меньше, но все же нас проведет нянята. Не переживай. Он... Ты думаешь, Нинека справится?» Да, получше толстожопых псов. А тебя шлейф такой, что я бы из загробного мира учуял. Уж по твоим-то следам точно пройдусь. Тихо рыкнул Нинкен, но тут же вернул самообладание. «Хорошо, надеюсь, он посередине дороги не уляжется дрыхнуть, хотя слушать его нытье еще хуже». «Не? А ну иди сюда, ня!» – прокричал нянята, желая броситься на мопса, но я тут же подхватила его жестом, показывая Паккуну, чтобы он отправлялся. Когда Нинкен скрылся из виду, я поставил недовольного нянята на землю. Тот махал лапой в сторону, куда убежал Паккун. Правильно говорят, как кошка с собакой, хоть те и ниндзя. Я же вновь повернулся к бойцам, кашлянул и проговорил. «Нам пора отправляться, если хотим успеть на горячее. Надеюсь, среди вас нет дураков, которые желают помереть, потому что в противном случае я достану вас с того света и поколочу». Все дружно засмеялись, издавая боевой клич. «Победим и вернемся в Коноху героями! Ура! Ура! Ура!» И с этими словами мы быстро отправились в путь. Продолжение следует.